Всем добрый вечер. У нас сегодня очередной прямой эфир на тему изучения иностранных языков. Сегодня я подготовила для вас сюрпризы. У нас будут гости, которые уже достигли определенных успехов в этой области, и они любезно согласились поделиться с нами их опытом, их секретами. Поэтому сейчас мы ждем их подключения. Добрый вечер всем. Nada, ciao. Ti vedo. Adesso tra poco possiamo connettersi anche con te. В двух словах расскажу о себе. Может быть, есть те люди, которые со мной не знакомы. Меня зовут Елизавета, я преподаватель иностранных языков. И моя любовь к языкам началась с самого детства. Началось все с немецкого языка, затем переросло, скажем так, в английский, в итальянский, ну, русский для иностранцев, это само собой так получилось, что я начала преподавать. И сейчас я изучаю французский. Вот я вижу, у нас сейчас первая гостья уже пришла. Сейчас я вас подключу, Лена. Итак. Да, Мариша, приветик. Сейчас посмотрим, как будет себя вести Wi-Fi. Hello. Лена, Плохо слышно. Вы меня слышите? Да, я вас отлично слышу. Вы меня плохо? Да, вы у меня пропадать начали, как только меня подключили. Ой-ой-ой, так. А сейчас как? А сейчас лучше, но я помню, у вас проблемы. У нас в Италии, к сожалению, да, интернет, вот чего-чего, интернета у нас хорошего нету. Ну что, я вас пригласила, благодарю вас прежде всего за то, что вы согласились поделиться нам своими советами. Я слышу отрывками. Отрывками. Давайте я попробую надеть наушники. Может быть, так лучше, потому что иначе, конечно, вам неудобно. Как сейчас? Да, сейчас вот отлично. Вы всегда, когда надеваете наушник, вас всегда прекрасно слышно. Так, сейчас главное еще телефон настроить. Звук есть. Вот. Сейчас я его тут установлю. Вот так. Все. Видно, слышно, да? Замечательно. Я говорила, что я благодарю вас за ваше время, за то, что вы нам уделили время, чтобы поделиться своим опытом, потому что вы, как никто другой, можете рассказать об успехах изучения итальянского языка. Вы достигли до определенного уровня хорошего в этом процессе. Ага. Поэтому думаю... Как? Достигла и скатилась обратно. Теперь я пытаюсь обратно наверстать. Ну, это практика, как мы все знаем, без практики никакой язык никуда не сдвинется. Поэтому главное его когда-нибудь выучить, потом из подкорок нашего мозга он будет возвращаться. Ну, расскажите нам, пожалуйста, вообще, с чего началось увлечение итальянским языком? Ну, итальянским языком у меня увлечение началось после того, как я посетила Италию в 20 лет. Вот, и язык мне понравился, он созвучный русскому языку, очень эмоциональный, экспрессивный, как бы и люди похожи на нас. Вот. Английский язык у меня не очень хорошо пошел, а итальянский мне дался легче гораздо. Вот почему? Как вы можете это объяснить? С чем вы это связываете? Ну, я как бы разговаривала с психологом, она сказала, что как бы вот, ну, то есть я спросила, чем бы мне заняться, чтобы отвлечься, и лучше у меня начались проблемы с памятью, с запоминанием слов. Она сказала, что надо выучить тот язык, который всегда нравился. Вот. Ага. И я вспомнила о том, что я всегда хотела выучить итальянский язык, хотя он, в принципе, как бы он мне не нужен был ни по работе, ни для чего. Вот. И я решила попробовать итальянский язык. Он пошел. То есть он как-то быстрее и лучше лег. Отлично. То есть это такое, скажем, ваше личное, по личным ощущениям, да? Ваш успех Да, можно объяснить. Да, совершенно верно. Вот, то есть и у меня было желание его выучить и разговаривать с людьми в Италии на том языке. Вот, а потом, учитывая, что у меня все друзья как бы знают по 4-5 языков, вот, мне как-то стыдно было
на их фоне немножко Да, я вспоминаю еще вас, как вы это самое на встрече, когда мы были с посольскими, когда вы с одного языка переходили к другому, а я там кое-как английский, итальянский, прям чувствую себя не очень хорошо. Окей, вот к нам присоединилась Жанна. Жанночка, привет. Ну, вообще мотивация – это, наверное, номер один, то, что двигает людей, да, в изучении иностранных языков. Потому что когда это в школе, когда это надо для галочки, для оценки, это не то. Да, совершенно верно. Ну, вот я сейчас участвую как бы в марафоне, который, ну, то есть сейчас у всех как бы время освободилось, в итальянском марафоне я участвую, Так. вот, на speakup.ru. Вот, то есть 30 дней, и как бы, то есть там периодически препод дает пинка хорошо под зад, вот, еще штрафные круги я уже там наворачиваю, вот, потому что вовремя не сдаю, все только расслабишься, тебя с марафона выкидывают. Ну, это отлично, чтобы быть всегда в тонусе. Да, совершенно верно. Хорошо. Ну вот, значит, в 20 лет вы побывали в Италии, вам понравился итальянский, а когда вы его начали уже осознанно учить? Осознанно его учить я начала где-то лет, наверное, в 40. То есть такой промежуток Да, прошел. То есть промежуток был большой, вот, и как бы где-то уже, то есть у меня какие-то слова ложились, вот, а потом я решила, почему, собственно говоря, не попробовать, и все сложилось, я пошла на курсы итальянского языка в Москве, проучилась 4 месяца, вот, и потом решила, почему бы не съездить в Салерно, поизучать на 2 недели на практике. Да. Мою школу, вот, я приехала и поняла, что 4 месяца, которые я там впахивала, здесь у меня за 2 недели улеглись, вот, собственно говоря, и я стала туда ездить периодически, там море, солнце, прекрасно на 3 недели, то есть 2 раза в год. Все располагает, да? То есть вы почувствовали эффект именно на практике, именно в стране? Да, совершенно верно, вот, а сейчас получается, что мне приходится каждый раз, то есть я единственное, что я поняла, что уровня А2 мне вполне достаточно для того, чтобы прекрасно существовать. Вот, ну, конечно, вот, единственное, что у меня проблема, мне всегда хотелось машину взять и поехать путешествовать по Италии. Вот, и у меня еще, может быть, это меня подтолкнуло к изучению языка, потому что, когда приходишь, вот, английский как бы у меня вообще никак, вот, а на итальянском мне стало уже проще. Сейчас я еще и на эти темы как бы, ну, мы с вами еще поднатаскались. Вот, мы с вами хорошо поднатаскались, мне кажется, у вас уже даже B1, я не помню, вы были в группе B1 в Салерно в вашей школе? Ну да, они меня туда поставили на B1, конечно. По сравнению с остальными я там просто блистала. Потому что они туда сунули людей, которые там А1, и так вот как-то. Не, ну потому что у вас действительно хороший уровень, и почему у вас уникальный случай? Потому что у вас это все так легко, мне кажется, вы никогда не сидели, не зубрили, да? То есть все само собой. Ничего подобного. Я делала карточки, но я еще просто в машине езжу и по Пинслеру. То есть я повторяю какие-то фразы, есть система Пинслера, но там он с английского на итальянский, то есть это еще сложнее получается. Сначала надо... то есть нужно знать английский еще, да? Ну, а учитывая, что я сначала слушала урок на английском, а потом уже с английского слушала на итальянский. То есть как бы вот еще за счет этого у меня сейчас и английский стал подтягиваться. То есть вот я сейчас пока еще тут все на карантине, вот я просто работаю как бы. То есть... Вам повезло. Ну, я не могу сказать. Я бы, конечно, посидела бы дома. Я считаю, что это несправедливо. Нет, я в кавычках говорю, потому что да, вся страна. Когда смотреть, что кто-то дома, а ты работаешь, и... Да, причем работы еще очень много, вот. Ну, и, ну, то есть получается, что как бы итальянский, я не знаю, он почему-то очень легко, когда я в Италию приезжаю, он сам всплывает. То есть здесь он всплывает гораздо сложнее, а там, когда уже начинаешь с людьми разговаривать, то есть он на второй, на третий день уже, ну, как бы нормально. Вот, а здесь мне, конечно, практики не хватает. Вот. А каким вот способом вы можете поделиться для запоминания новых слов? То есть мы все сталкиваемся, когда учим новый какой-то язык, что очень много слов, и как их все запомнить вообще? Может быть, у вас есть свои какие-то секреты, секретные методики? Ну, секретная методика одна, это, ну, все-таки язык — это трудопопия, можно сказать. То есть все равно приходится много учить слов. Да, это труд и очень большой. То есть, в принципе, мне приходилось... Это вам так казалось, что мне легко давалось. Мне вначале, вот я когда занималась 4 месяца, мне приходилось по 3-4 часа как бы
заниматься именно вот там и практикой, и слова учить. Ну, то есть я пишу карточки, вот, так как мне на слух тяжело все-таки дается, поэтому я сейчас Вот стараюсь... карточки, расскажите, как вы делаете карточки, потому что многие у меня спрашивают про именно вот про карточки, но я хочу рассказать об опыте других, потому что про свой опыт я могу долго рассказывать, а вот другие, когда достигли результатов, это всегда интереснее. Ну, есть несколько видов карточек. Есть карточки, которые продаются, они неэффективны. Потому что получается, что я ходила в школу Васильевой, где учили именно запоминать. Как бы ты что ты делаешь? Ты сначала прочитываешь слово, потом ты его пишешь на русском языке с чем-то, должен его ассоциировать. Ага, метод ассоциации, так. Да. Потом я его прописываю 5 раз, ну, то есть как меня учили, собственно говоря. Вот. 5 раз на русском или 5 раз на... 5 раз на итальянском. На итальянском. На итальянском языке, вот, и я пишу, то есть получается как, я, например, пишу сам глагол в инфинитиве и пишу тут же снизу passata prossimo, ну и, соответственно, когда мне накатывается... все формы глагольные. Да, ну, то есть, не все, то есть, получается, да, passata prossimo. Основные, да, passata prossimo, да. Потом, например, у меня там, да, уже когда я прибавляю и дальше учусь, я на эту карточку дописываю, то есть я возвращаюсь к этим карточкам постоянно. И за счет этого, то есть, ну, вот даже сейчас уже у меня есть какие-то карточки, у меня вот сейчас ребенок начал тоже итальянский учить, от нечего делать. Да вы что? Какой, да. младший или старший? Младшая. И причем, как бы, это самое, она ездила же со мной тоже в школу, то есть я смотрю, я помню. Да, вот у нее уже отложились некоторые слова. Потому что, когда мы ездили в Италию, она говорила, хватит меня обсуждать уже, хватит. Но это самое лучшее, когда на слух, потому что любой язык к нам заходит через уши. То есть это самый лучший источник. Постоянно слушать. Вот. Подпитывать мозг. Радио, то есть я стала как бы, то есть я что сделала? Я исключила полностью русское радио. Вот это я помню, да, вы рассказывали. Это очень, кстати, важно. Включила и стала петь еще песни. То есть, ну, я просто поспорила, там, помните, да, у меня был спор, то есть я поспорила, что я за 2 месяца научусь петь на итальянском языке, собственно говоря. Вот, пошла на вокал. И за 2 месяца поставила итальянскую песню, вот, и за счет этого, то есть уже как бы сразу переводишь их ну, это лучше дается. Вот, сейчас причем есть тоже очень много, там, они учат у нас по песням, вот, и то есть я стараюсь, как бы, сейчас вот еще с утра тоже просыпаюсь и стараюсь сразу проговаривать на итальянском, что я делаю. Причем вот, кстати, тоже очень интересно. Расскажите поподробнее. То есть вы проснулись, как это выглядит? Ну, я просыпаюсь, я себе говорю, там, альцарси, вот, соответственно, как бы, то есть я себе представляю, что я делаю, значит, надо научиться говорить. И как вы говорите? Вот приведите нам, пожалуйста, пример, как раз продемонстрируйте, как вы прекрасно говорите на итальянском. Ой, mi sono, ну, в данном случае получается, mi sono alzata, так. faccio colazione, вот, для тех, кто не понимает, это значит, я встала, я позавтракала. Да, я встала, то есть я встала, я приняла душ, я позавтракала, вот, faccio lo sport, a casa mia, con miei figli e da sola. Ecco, perfetto. E poi andrò in lavoro con la mia macchina, dove pratico inglese o italiano su radio. Alla radio? Al radio. Ok. E dopo andrò al mio lavoro. Perfetto. То есть вы проговариваете прямо вслух каждое действие, да? Да, я проговариваю вслух каждое действие. Как бы за счет этого у меня уже нарабатывается, то есть все равно мы с вами пользуемся, ну, то есть в основном, например, 30 глаголами, которыми мы пользуемся постоянно. Вот. Да, если вы их каждый день будете проговаривать, ну, хотя бы вот для начала, то, в принципе, уже у вас не будет, ну, на автомате уже будет все вылетать. Вот. И то же самое, то есть вот я, например, сейчас опять, я периодически учусь в школе вина в какой-нибудь, вот, училась в испанской школе вина онлайн, вот, сейчас я буду учиться с понедельника мясо и гастрономии и вино. Ну, Лена, вы, конечно, вот я всегда восхищаюсь вашими
желаниями и возможностью совмещать это с работой, потому что мы все работаем, да, у нас у всех бешеный ритм, но вы, наверное, одна из немногих людей, которые успевают просто все, причем не просто там дела какие-то такие онлайн, вы прям ездите на курсы, у вас спортзал, то есть вот сколько я вас знаю, вы всегда в системе. Мне кажется, это тоже один из секретов успеха. Ну, это родители как приучили с детства, то есть чтобы мы не ходили. Дисциплина, да, дисциплина, она очень важна. Вот видите, ну, нам очень... тут пишет комплимент даже. Елена, вы уникальна. Да, действительно уникальная девушка, потому что это просто нужно видеть. Кто бы говорил. Я, кстати, сейчас вот хочу этот марафон закончить и попробовать. Я давно хочу себя в испанском языке попробовать. Я помню, что вы собирались испанский. Да, я хотела, и у меня очень много, вот в Солерно я приобрела очень много друзей. Испанцев, португальцев, китайцев, японцев. Как бы вот, и то есть я с ними сейчас тоже списываюсь, но все-таки, проблематично получается, что надо все-таки иметь постоянно человека, то есть проще всего, вот как у меня подружки делают, они знакомятся в чате с каким-нибудь мужчиной и просто с ним переписываются. Когда дело доходит уже там до какого-то, да, они ему говорят: извини, дорогой. Все, твоя миссия выполнена, да? Да. Следующий язык мы учим. Да, и мои подружки знают больше слов, то есть у них разговорный именно идет. Разговорный именно. Да. И вот у меня проблема с этим, с разговорным, как бы с каким-то этим, то есть литературный нормальный, поэтому я поняла, что дальше вот B1 мне он уже не нужен, мне надо просто практиковаться в том вот в бытовом. Я вам потом скину чаты итальянские, где вы сможете итальянские с итальянцами, с горячими практиковать. Лучше с итальянцами с юга. Потому что на севере, знаете, что я их не люблю, потому что они такие все холодные. Холодные сейчас после этого всей ситуации, мне кажется, вообще они углубятся в работу еще больше уже. Так что... Ну, у меня есть еще друзья вот в Неаполе, но я вот сейчас смотрю в испанских кварталах, там жизнь как шла, так она и идет. Да? Они молодцы на юге, то, что они не так... Они вообще никогда особо не следуют, да, законам, каким-то предписаниям. А сейчас так вообще их там вылавливают, я вижу, полиция прям чуть ли не носом тыкает. Они боятся, вот я с ними где-то раз в 3 дня списываюсь, они боятся в испанские кварталы как бы лезть. Да. Вот. Ну, у нас с сегодняшнего дня вот ввели тоже пропуска. То есть, как бы я слышала, что у вас система, там все как бы ужесточается. То есть копируется сценарий итальянский, к сожалению. Ну, вы знаете, что вот сейчас получается 2 страны, которые как бы не ввели карантин. Это Украина, Белоруссия и Швеция, по-моему, не помню. По-моему, Швеция. Не знаю, честно сказать, я стараюсь не следить за этим всем. Ну, я тоже стараюсь новости не смотреть, но просто как бы все равно обсуждают. Да. Тем более, если вы на работе постоянно. Поэтому лучше учить языки, заниматься спортом, как бы, и поменьше стрессовать. Вот, это главное, да, то есть это саморазвитие. Ну, и, может быть, вы нам что-нибудь скажете, я не знаю, на итальянском какую-нибудь вашу цель или, не знаю, что-нибудь, чтобы вам хотелось описать на итальянском? На итальянском... Или, может быть, вы нам скажете, почему вам нравится итальянский на итальянском? Или что вы любите в Италии, то есть что-нибудь... Вот так и знала. Нет, ну я просто действительно не могу, чтобы люди не услышали. Mi piace molto un vino bianco, un vino rosso. Это было важно. Bevo adesso vino. А как мы скажем, если я сейчас пью? Adesso, Герунди, как мы скажем? Sto bevendo vino. Vino italiano? Вино итальяно. Что там надо еще сказать? Нет, вы говорите, если я сейчас пью... не, просто вы пьете сейчас вино. Sto bevendo adesso il vino rosso. Il vino rosso. Da sola. Da sola, ecco. Da solo il mio ex marito sta bevendo già. Sì,
Sì, sì, sì, sì. Già, da solo. Ok, quindi ognuno da solo. Каждый пьет Da solo. сам. Ok. Значит, allora, possiamo dire che le piace l'italiano per il vino. Можно сказать, что Да, что у итальянский меня, да. вам Да. нравится. Да, Один из и- мотивов — это вино. Вино e cucina. E la cucina, E certo. cucina italiano e gente. E la gente. Ma qual E la è gente. la sua canzone preferita in italiano? Le mie canzoni preferite, Susanna, Susanna, ah, Susanna, Felicità, ecco. Felicità e adesso su Marathon, su, Sì, in maratona. su- In maratona. in Maratona, забыл, cantare? Sì, Canto. sì, canto. Canto e molte canzoni italiane, come bambini cantare. Le canzoni per i bambini, sì. Per Sì, i sì, bambini. sì, sì, sì. Окей. Кстати, о песнях. У нас тут будет один прямой эфир, посвящен песням. Так что, если хотите к нам присоединиться, можем спеть с вами в эфире. Ну, у меня, если получится по работе, Да? да, потому Вот. что надо практиковаться, конечно, да. Но это мы с вами потом обсудим, это как идея, потому что очень большой спрос на итальянские песни, вот, и нужно это будет продумать, как сделать. Хорошо, Лен, спасибо вам огромное. Мы с вами будем на связи. Хорошо. Grazie mille per la Grazie a voi. partecipazione. E ci sentiamo presto. Услышимся с вами скоро. Arrivederci. Arrivederci, Лена. Arrivederci. Спасибо. До свидания. До свидания, до свидания. Так, ну что, вот мы сегодня познакомились с одним уникальным примером, как человек, да, когда он мотивирован, может достичь прекрасных успехов, прекрасных результатов в изучении иностранных языков. Сейчас вас познакомлю еще с одной девушкой. Nada, se tu sei qua, mandami per favore la richiesta per la partecipazione e ti collego subito. То есть, еще раз, да, то, о чем мы все, наверное, знаем, но мало кто делает, что главное в языке — это дисциплина, это желание, мотивированность. И вот очень интересные были способы запоминания новых слов карточками, прописывать новые слова. Действительно, они очень действенны. То есть если вам нужно запомнить какие-то новые слова, пожалуйста, их пишите. Если это глагол, можно писать глагольные формы. Если это какое-то слово, можете писать фразы с этим словом. И таким образом у вас будут уже запоминаться настоящие полные фразы. Да, Лена, до свидания. Ciao. Nada, adesso collego una ragazza, un'altra ragazza bravissima. Vediamo come va la qualità della connessione. Eccoci qua, Nada, ciao! Finalmente, guarda, grazie a questo periodo che possiamo organizzare questi dirette. È vero, hai ragione. Come stai? Ma niente, tutto bene, dai, tutto bene, a parte la situazione attuale, però vabbè, cerco comunque per fortuna continuo a lavorare da casa. Ecco, questo oggigiorno è importante, sì. Sì. Beh, almeno quello, quindi non mi annoio. Ecco. E niente, speriamo finisca presto tutto quanto. Sì, speriamo che finisca presto, ma nel frattempo comunque vedo che tanta gente sta utilizzando il tempo di quarantena al meglio e appunto per questo ho deciso di fare queste serie di dirette, no? Dove condividere con le persone l'esperienza, magari qualche consiglio, le storie, e poi mi è venuta voglia di invitare delle persone che hanno già, diciamo, avuto il successo in questa questione, che possano... Sì, dai, è vero, perché
non è facile, cioè sembra facile, però sai quando incontri magari delle persone che sono in un paese da 5-10 anni e non cercano neanche di parlare, di imparare a parlare correttamente, Certo, cioè è un po' è difficile. così. Esatto, quindi è sempre meglio vedere gli esempi delle persone che hanno, diciamo, raggiunto l'obiettivo, perché il tuo caso è anche unico, no? Magari adesso ci racconti da dove, da dove hai iniziato con la tua volontà di imparare le lingue, perché tu comunque hai anche fatto il master, no? Sì, ho In lingua, fatto, quindi sì, hai fatto il proprio percorso professionale. l'università di interpreti e traduttori Ecco, e quante e lingue poi, parli prima di tutto? ma allora, ne parlo 4, Mhm. proprio diciamo Fluente? fluente e poi diciamo che con lo spagnolo cerco un po' riesco a fare un po' una conversazione. Mhm. E niente, ho cercato di imparare il tedesco, però è un po' difficile, è un po' complicato. Ma quindi questi 4 che lingue sono? Beh, i 4 sono l'arabo e l'italiano, sono Sì. le mie 2 lingue madri, poi il Mhm. francese, visto che vivo in Francia, Ecco, e l'inglese. e l'inglese. Parlo Ok. Quindi questi sono fluenti, mentre tedesco e spagnolo li parli un po' o proprio... Spagnolo sì, anche perché lo utilizzo molto a lavoro, Mhm. faccio tante formazioni a lavoro in spagnolo, con i clienti lo utilizzo tanto, invece tedesco proprio basico. Ho fatto 3 Ok. anni, però ho quasi, cioè è stato un po' duro, quindi purtroppo le lingue così, bisogna continuare, ecco, bisogna Ecco. continuare a praticare una lingua, se dopo un po', se la fai per qualche anno, poi smetti, purtroppo si dimentica tutto. Ecco, io Quindi, cerco di tradurre subito perché c'è tanta gente che ci guarda in russo. Prima che mi dimentichi, traduco subito quello que ai detto. Итак, совет от нашей гости Нады, то есть для того, чтобы изучать языки, нужно их продолжать практиковать постоянно, да, не оставлять, постоянно использовать в любых ситуациях. Мгм. passiva. Spasibo, ecco, tra poco faccio una diretta per il russo, quindi... Madonna. Ecco, questa è una lingua che mi piacerebbe tantissimo imparare, però secondo me è un po' tardi adesso. Allora, ti inizio un po' a raccontare come mai questa cosa. Sì, magari sai cosa? Facciamo in inglese così capisce più gente? Come Sì? preferisci. Sì, perché magari c'è gente che capisce solo l'inglese, magari c'è chi lo studia e così può praticare ascoltando un bel inglese che parli tu con dell'accento. Proviamo. So, let's switch on Switch to English, English. okay. Yes. So, So, yeah. the question was how you started your passion for the languages. Yeah. How many languages you speak? So, well, everything started from the fact that I found myself living in the situation. I was born like in an Egyptian family living in Italy. So Yeah, from day one, a special case. From day one, I had to talk both languages. So yeah, at school and with my friends, let's say I spoke in Italian, and at home we always spoke in Arabic. Was it difficult for you, or? Honestly, not, because we used to switch, and I think that your mind is like a sponge. And when you're a child, right? Yes, when you're a child. Like studies prove that before 12 years old, your mind is really like a sponge, so it absorbs everything that you hear around. It's true. So that's why if you want to learn a language and be fluent in the language and have a good pronunciation of the language, it's always better to do it before 12 years old, because afterwards it becomes more difficult. Before 12 years old. Yes, Okay, this is important. I will translate. Итак, если мы хотим изучать языки, да, если вот как мы билингвы, в случае как надо, мы должны сделать это до 12 лет, установить базу, да, для деток, то есть
обеспечить им достаточное поступление информации на обоих языках. That's it. That's an important thing. Afterwards, people who like are born in like a situation where the family speaks different languages or a language that is different from the country he's living in, you get acquainted to the fact of switching between languages the whole time. So this is true that if you're used to do it since you are young, it's gonna be easier for you afterwards to learn languages. So that's important thing. So what I like now today with the globalization, I know that there are many couples in the world that are like from two different nationalities. They're together, they have kids, and so it's really important to try to talk to kids, for example, in different languages, so they can get used to it. Unfortunately, I know many people that, for example, are, I don't know, Egyptian living in Italy. They had kids and they continue talking to them only in Italian, and the kids don't get to learn a new language. So this is because it's really easy if the child starts to hear or like get used to the sound of the language since he's young, since he's still a kid. Of course, be really easy. It's like the basis. Yeah. So that's why afterwards what happened is that I went back to Egypt, and I started to go to an English school. So that's how I started. So you started with English. How old were you when you started? Well, I started let's say at 5 years old. 5 years old. So yeah. You were always child. Yeah. I started that at 5 years old, and afterwards, so I don't know, maybe for my background, for the fact that I already spoke 3 different languages, I wanted like to continue with that. So it was my passion since I was... So you were growing with this passion, right? Yes. Since you were a child. I was growing with this passion, and my grandma from my mother's side, she's fluent in French. So I always, really? Yeah, I always heard her speaking to my grandpa the whole time in French. So that was really like I was really curious, and I really wanted to learn this language and to know like how it works. So, yeah. So I think the secret. This is one of the reasons. So that's why I even in my studies that I've done afterwards, I continued to choose languages. Yes, it's true that I tried the languages that I tried to learn late. I was never able to like reach a good level as for other languages, as for I don't know, Italian, for example, because it's late. So yeah, so this proves that the theory of learning a language before 12 years old is true. So and so it was the answer why you've started with the languages. And then during your studying, what was happened? Well, actually, I went to a high school, a language in Italy, right? In Yeah, Italy, in you went in Italy, okay. That was in Italy, so I went to a language high school in Italy as well, where I used to learn by Italian, English, French, and Spanish. Wow. Contemporary. Yes, at the same time. So 4 languages contemporary. Yes. Yeah, but it was really focused on that, you know, so many other subjects, let's say, yeah, we did some science, math and everything, but it was really focused on languages. And that's why afterwards, when I decided to go to university, I've chosen the translators and interpreters university. And that's there is what I learned there is the flexibility and the ability to switch from a language to another.
Okay, so this is yeah. very interesting. This I would like to translate our Russian guest. Итак, Нада рассказывает, что ее страсть к языкам началась еще в детстве, потому что она изучала одновременно несколько языков, так как она сама родом из Египта, но жила с семьей в Италии и с 5 лет также начала еще изучать английский в английской школе. Затем эта ее страсть переросла уже в желание превратить языки своей профессией. Именно поэтому она выбрала лингвистическое направление в старших классах и одновременно изучала 4 языка: французский, испанский, итальянский, английский. И это помогло ей стать гибкой, то есть помогло с легкостью переключаться с одного языка на другой. Mm-hmm. And maybe during this process, maybe you found some techniques, some rules to Well, I think that to remember a lot of words in 4 languages. I mean, it's not easy. Yeah, the secret is practicing. I think that if you try, I don't know, by reading books, even if you don't understand everything, you know, or watching, for example, I started watching like Spanish series, Casa de Papel, or okay, yes, this is interesting. With subtitles or without? Spanish words and Spanish subtitles, so the audio in Spanish and the subtitles in Spanish, so actually I can see the words and hear them at the same time. Mm-hmm. And if there is like a word that I don't understand, it's either I stop a minute and I translate it, or for example I switch to a French subtitle so I can see the translation, for example. Yeah, this way is very helpful. Yeah, this is really helpful. Honestly, I didn't study Spanish a lot at school, but by reading books or watching, for example, Spanish series or movies, I try to, every time I get the chance to meet like someone who speaks Spanish at work, I have a lot mother of people, tongues, okay. the mother tongues in Spanish, I try to have conversations with them, and it really helped. It really helped. So I would like also to translate. Итак, еще один метод для изучения, который помог Наде в освоении ее 4 языков, и это просмотр фильмов с субтитрами. То есть, что случается, когда мы смотрим что-то с субтитрами? Мы имеем возможность остановить, подумать, найти какое-то слово, которое мы не знаем, может быть, воспользоваться словарем, и уже с полным пониманием увиденного продолжаем просмотр с удовольствием. Спасибо. Спасибо. I think you have to teach me some. I know. Yes. I know. Как дела? Как дела? Окей, супер. Хорошо. Хорошо. Как дела? Хорошо. You can say... Привет не имеет надо, no? Привет. Allora, привет, it's like hello. Ok. E poi cos'altro? Dopo привет? Volevo dire, ciao, mi chiamo Nada. Привет, меня зовут Нада. Oppure, you can say it in either way, like I am Nada, you say я Nada. That's all. Привет, Okay? я Nada. Привет. Oh, super. Fantastic. Without accent, super. Okay, that's amazing. Okay. So, with Russian, we will continue after. I will say you when I will organize this live about Russian language. Oh, it's interesting. So, in the next days. But And like, of course, yeah, it's for the beginners, because you know, always I receive a lot of requests. Why you speak always Russian? Maybe you can teach in some way. Yes, because I have a lot of international friends, and so I would like to help them to understand maybe sometimes, and they travel to Russia, they like Russian. Yeah, and maybe
for you, when you will have time and interest, I will share with you some resources for this. But of course, you can always ask me what you need. Okay. You will do that. Yeah. It will be one more language. Yeah, but I really wonder how you do it. A lot of languages. So, but you speak a lot of languages as well. Like you, yes. You speak perfect English, Russian, Italian. I think you speak German. And I'm learning now French. French is my love. Yeah. Okay, so Elisaveta, por favor. Por favor. You speak a lot of languages as well. So. Yeah, but you know, when you speak by yourself, it's not the same like to see in other people, and it's always interesting. How to say, to explore the experience of other, because everyone has his own history, his own motivation, his own methods, and so on. Okay, so about Spanish, it's clear. And after about French, what could you advise the people who study French as me? Because it's difficult, the pronunciation. Pronunciation, yeah. Mamma mia, it's really. Yeah, pronunciation is really hard. I know. It's really hard. I hate French for this. I really hate these letters we cannot pronounce. This yes, this not. There are many letters that you don't pronounce because they're silent at the end. This is a big challenge in the French, for the French language. Yeah, to remember all these letters. It's just to remember. And honestly, how did you do this? How did you? Honestly, it was very difficult for me because I studied French in high school. Then in university, I studied it as well. I did a lot of hours. And to be honest, when I did my Erasmus, where in France, always, yeah, right? I went to Strasbourg. Strasbourg, I remember, yeah. And when I arrived, despite all the years studying French, I used to communicate with people in English. In English. Because I wasn't used to like express myself or have a conversation in French, and it was difficult. But when I was put in some situations where people didn't speak English at all, and I had to speak French, that's how I really started learning it. So yeah, like from a grammar point of view, it was okay. From a vocabulary, I had the vocabulary as well, but I couldn't really pronounce it. I couldn't have it. I was like, it's blocking. So conversation. The conversation. So it really was the solution for you, right? The solution. Okay. Like 6 months, I started speaking French, and after 6 months. Yes, it was because since I knew it already, you know, like like grammar, like from rules, Exactly, I know this, so it was easier afterwards to have conversations. I just needed to unblock myself, and as soon as I unblocked myself, it was easier afterwards. And so, how you did it? How you unblocked yourself? I had to speak to people only in French the whole time. Okay. I tried to stay only with French people, don't speak English at all, and that's how I was forced to speak it. So, and I had at the beginning, people spoke really quickly. I didn't understand what they were saying. It was, it wasn't easy, but now I see the difference, and it totally it was the switch which helped you. So actually, if I can give an advice to someone, try to do an experience abroad. This is really important if you really want to learn a language. So for example, if I think about learning German one day, I think that I will need to go to Germany and stay there for a certain period in order to be able to speak it. Otherwise, it's going to be
really difficult. Really difficult to be able. Yeah, So yeah. This I have to translate yeah, to our Russian audience. go on. Итак, для того, чтобы побороть языковой барьер, да, как у многих из нас с вами это бывает или случалось, вот у Нады тоже, когда она поехала по программе Erasmus в Страсбург, во Францию, и несмотря на то, что она много лет изучала французский язык, у нее был блок, то есть она начала говорить по-английски. Что она сделала для того, чтобы выйти из этого блока, начала общаться. То есть она начала просто заставлять себя говорить по-французски. Несмотря на то, что ей было это тяжело психологически, она разговаривала, писала, и таким образом она смогла именно выйти на разговорный уровень. Спасибо. Спасибо, Надя. Okay, so, and maybe do you have any special way to remember new words? For example, in German. Let's say German. Oh, I don't know which language you prefer, but you have to study now a new language. Let's imagine. From where you will start? From which point? Well, first thing is the best thing is to do the basics of grammar, like verb to have, verb to be, like just to be able to do a sentence. For example, this is the best thing. The articles to use. The articles, Yes. This is the point. This is really important. Yeah. Afterwards, the basic vocabulary. So really the first things, I don't know, for example. And how to remember this basic vocabulary? How? I think that by practice, trying to associate the words with Associate, okay. Ассоциировать слова для того, чтобы их запомнить. This is really important to have the image, or the sound, like to try to remember what the word is connected to, is linked to. This is important. Then by listening also the pronunciation of the word while you read it, this is important. So Listen, okay. Because the pronunciation can remain into your mind. Yeah, the pronunciation is, I think, one of the most important components for our. This is really important. And then I think, yeah, it's good to start with basics of grammar and basics of the vocabulary at the same time. Because if you start only with one and the other part is missing, it's going to be really difficult afterwards. If you want to create, for example, a sentence, a simple sentence, you need to have both. So connect every element of the language. Try to connect. And maybe it's also important to have every day at least, I don't know, 10 minutes, 15 minutes, to practice in... It depends on the frequency, even if it's not every day, but 2 or 3 times a week. If you stay... It's nice. Yeah, if you stay, for example, 1 hour, like 1 hour per day, or for example, 4 hours a week, I think it's good. It's 4 good. hours a week, minimum 4 hours a week. Okay. I will translate. Итак, мы сейчас разговариваем о том, как часто нужно уделять время языку. Можно это делать либо каждый день понемногу, если вам удобно, либо 4-3 раза в неделю, по часу, по полчаса, сколько у вас есть времени в распоряжении, но обязательно это делать. И для того, чтобы добиться результатов, нужно соединять все компоненты. Грамматика, новые слова, лексика и обязательно слушаем, да, то есть через уши, как мы уже говорили сегодня, к нам заходит лучше всего иностранный язык. Окей, thank you. Спасибо. Спасибо. Окей. And practicing. Practicing, yeah. Yes, Practicing and... if you do this for, I don't know, a year, and then you don't practice, you don't listen, you don't do anything, you will
you will forget everything. So practicing, it's really important. You cannot say, yeah, I did 3 years of German, I speak German, if it was 10 years ago. So Of course. yeah, so practicing is really important. Even if you just have the basics of the language, but you continue practicing it, you have more chances to remember or to become fluent in the language, rather than studying the whole time on paper and then just leaving it and never practicing and never talking. So Yeah, this is it the was challenge. happened even with me with German language. I've studied it in Russia, and then when I arrived in Germany, it was like shock. I was blocked like you in France, and so yeah, because I knew a lot of grammar, a lot of words, but it was impossible to speak because I wasn't able. Yeah, and just to show where you can arrive with your motivation or with your passion for the language, could you please tell us your story? Because now you are abroad, you are in Paris, right? So it's really interesting. How do you feel, and what do you think helped you to achieve this your goal? Because I know it was like a dream, right? Yeah, actually, the first objective was to be able to speak fluent French. Yeah, I remember because when we met, it was I don't remember how many years ago. 5. First time, yeah, in 2015. 5 years ago. Wow. In October 2015. I remember very well. I remember very well this moment. Yeah. And yes, I remember also that it was one of your goals at that time to Yes, study, to speak very well French. Yeah. Yeah, it was actually, yeah, this is something that drives you a lot. The fact of wanting to learn a language, or if you, for example, if you think the language is ugly, when you hear it, when you listen to it and you don't like its sound, and if you're not attracted to the culture of the country, yeah, it will be really difficult for you. Yes. Yes. There should be something pushing you to be wanting to do it, to be wanting to learning it. So yeah, this was the case, my case with the French language, with the French culture and everything. So this is what drove me a lot to come here and to actually the objective was just learn French, be able to speak like have like a conversation as the one I'm having in English in French as well. And afterwards I liked the country. I found like interesting job opportunities, so that's why I never left actually. Yeah. It's important. Yeah, of course. So yeah, it depends on actually what you like, and if you're feeling good, it's gonna be easier afterwards. If you don't like the country, you don't like the culture, you don't like the food, you don't like the people, it's gonna you're not motivated, and then the results I think will be not so good. So Angelo writes, never translate in your mind the word from your mother tongue language when you are talking to people. Yeah, this is true. Yeah, you have to like learn the expressions of the language itself, and not like think in your language and then translate what you want to say in the other language. It's gonna be a problem. There will be a lot of mistakes. You have to think. You have to be able to directly think in the language you're speaking in. Yeah. So yeah, this is really important. I will translate also this because it seems important. Итак, мы говорим о том, что когда мы стараемся говорить на иностранном языке, не нужно переводить это на наш родной язык. То есть попытайтесь вспомнить все-таки слово на иностранном языке, да, для того, чтобы оно у вас уложилось, и таким образом вы сэкономите время. Окей, perfect.
So let's let's switch back to Italian. Maybe Dai, andiamo in the, italiano. yeah, we already spoke a lot in English, quindi possiamo fare switch in italiano. No, devo dire che veramente il tuo esempio è molto bello, cioè tu sei giovane, motivata, è molto raro oggigiorno, e penso che tanti saranno d'accordo, vedere, diciamo, realizzata già una persona giovane, perché raggiungere gli obiettivi non è facile, bisogna avere grande forza di volontà, grande motivazione, essere disciplinati. E tu cosa ne pensi? Quali qualità, cioè, ha bisogno di una persona quando deve raggiungere i suoi sogni, deve imparare una lingua? Cioè, cosa deve possedere? Quali qualità? Ma in realtà non deve, cioè se una persona vuole riuscire a parlare diverse lingue, in realtà non deve concentrarsi o concentrare la sua vita solo sulle lingue come ho fatto io nel mio caso, ad esempio. Però secondo me io ho visto tante persone che magari sono ingegneri o sono informatici o ad esempio hanno studiato business, cose che non hanno niente a che fare con le lingue, però grazie alla loro passione, alla loro volontà, Ecco. proprio la volontà che hanno dentro, riescono parallelamente a quello che stanno facendo, stanno studiando, riescono anche a sviluppare questa cosa accanto. Secondo me non bisogna concentrare tutta la sua tutta la sua vita sullo studio delle lingue. Secondo me no, io ho visto tante persone che, come ti ho detto, hanno fatto altri studi che non hanno niente a che fare e hanno questa capacità di parlare tante lingue, di cambiare da una lingua all'altra facilmente solo perché hanno la voglia di farlo, perché sono attratti a tutto ciò che è diverso, tutto quello che è proprio cultura estranea, cultura di un altro paese, quindi questa è una cosa più importante, proprio la curiosità di Ecco, conoscere la l'altro. curiosità. Sì, Sì, la curiosità sì, di sì, la conoscere l'altro, curiosità. la volontà di andare oltre i suoi limiti, perché non è solo una questione di lingua, ma anche modi di fare, ma anche cultura, ma anche cucina, sono tante cose insieme. E se uno si chiude su se stesso, pensa solo a dove è, Ecco, essere open mind. ecco, essere Sì, open mind. essere open mind che Questo secondo è me è già il molto primo passo Mm. verso il successo quando uno è open mind. Mhm. E Sì. voilà. Questo secondo me è proprio una cosa innata che uno, se Sì, vuole, non può acquisire, diciamo che deve essere già... Sì, secondo me uno dipende anche da come è cresciuto, come se da piccolo è stato, nel senso, si è trovato in situazioni diverse, oppure è sempre stato chiuso nello spazio dove si trovava, dipende da tante cose. Dipende dalle persone che hai incontrato durante la tua vita, magari qualcuno ti ha motivato a conoscere la sua cultura o andare altrove, quindi sì, può essere tante cose diverse. Ok. Però la curiosità è La curiosità, diciamo, che è la fattore forza che ci porta avanti. Io vedo che qua purtroppo ci mancano pochi secondi per riuscire a salvare il video. Magari potresti dirci una frase veloce in francese, giusto per augurarci, Tu diciamo, proprio la adori il motivazione. Cosa vuoi che ti dica in francese? Niente, per augurarci essere motivati e augurarci fortuna nell'imparare le lingue. Ok, allora bah, j'espère que vous serez tous motivés à apprendre des langues étrangères. C'est très important être curieux, vouloir connaître la culture des autres, la langue des autres. Être aussi ouvert d'esprit, c'est un facteur très important. Voilà, et si vous aimez une langue, vous aimez une culture, ça sera vraiment facile pour vous l'apprendre, avec la pratique aussi. Et voilà, rien est impossible. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Nada, grazie mille. Grazie Ci a te. sentiamo poi con te, spero presto.
Certo. Grazie che sei stata qui con noi, che hai condiviso le tue esperienze, che sono preziose, e spero di vederti presto. Guarda, Un grazie abbraccio. mille, è un piacere. Спасибо. Спасибо, надо. Чао, чао, чао. Друзья мои, ну что, мы заканчиваем. Сегодня мы узнали, что самое главное — быть мотивированными, иметь интерес, любопытство, и тогда все будет по плечу. Я с вами прощаюсь. Завтра прямой эфир про артикли не пропустите. Будет эксперт по английскому языку. Разберем с вами эту трудную для всех тему. До свидания.